Доброе ташкентское утро, дорогие друзья, гости канала, мои любимые зрители и подписчики. В эфире очередной выпуск добрых новостей Узбекистана. И это уже 13-й выпуск в этом году. И мы начинаем нашу информационно-экскурсионную поездку по городу Ташкенту. А именно, мы начнем сейчас наш путь с Дружбы народов. Поедем мимо Ташкент-Сити, выйдем на улицу Алишера Наваи, дальше доедем до Детского мира и повернем в сторону Дархана. Доедем до Паркенского. Вот такой у нас с вами сегодня маршрут. И пока мы будем ехать, я, как всегда, зачитаю порцию добрых новостей, которые привлекли наше внимание из новостных телеграм-каналов. Надеюсь, вам будет интересно. Ну и первая новость. В Ташкенте не повысятся цены на экзамены для получения водительского удостоверения. В интернете появилась неподтвержденная информация о том, что в экзаменационном центре Ташкента стоимость экзаменов для получения водительского удостоверения якобы повысилась с 500 тысяч до 1 миллиона сумм. Однако эти сообщения являются неверными. Стоимость экзаменов в центре останутся без изменений. Также следующая новость. Как в Узбекистане заплатить за отопление по старым ценам? Лайфхаком поделились Veolia Energy. Новые тарифы вступают в силу 15 ноября. Если внести предоплату до этого срока, то старый тариф сохранится. Однако предоплату можно внести не более чем на год вперед. Жители Узбекистана зимой будут платить за газ намного меньше. С 1 ноября Узбекистан переходит на зимние тарифы на газ. Норма потребления выросла со 100 до 500 кубометров. До 500 кубов 650 сум за кубометр, от 500 до 2500 кубов 1500 сум, ну и дальше. Смотрите таблицу. В Ташкенте отопительный сезон начнется 10 ноября. Слухи подтверждают, что отопление собираются запустить с 10 ноября. Официального объявления пока нет, но новость уже активно обсуждается в СМИ и в соцсетях. Поторопитесь, женщин на всех не хватит. В Узбекистане мужчин становится намного больше, чем женщин. По данным агентства статистики, на сегодняшний день постоянное население Узбекистана составляет 37 миллионов 431 тысяча 351 человек. Из этого женщин 18 миллионов 543 тысячи, мужчин 18 миллионов 805 тысяч. Поторопите еще не женатых друзей, так как женщин на всех не хватит. Ну а мы тем временем с вами по дополнительной улице Фурката подъезжаем к проспекту Алишера Наваи. Да, видите, у нас прямо по курсу наш всеми любимый цирк. Сейчас мы повернем направо и поедем в сторону Панорамного, в сторону Детского мира. В Узбекистане за комплименты незнакомым девушкам грозит штраф и даже арест. Делать комплименты, свистеть или как-то оскорблять девушку парням грозит штраф до 5 базовых расчетных величин, то есть 1 850 000 сум, или арестом до 5 суток. Это написано в статье 41.1 Административного кодекса Республики Узбекистан. Теперь, если вы будете курить в местах, указанных на картинке, то вас оштрафуют на 113 000 сум. Помимо мест на фото, сюда входят заправки, парковки, коммерческие объекты, а также все закрытые объекты, предназначенные для общественного отдыха. Ну что, дорогие друзья, следующая новость, и она касается воды. Водный кризис потихоньку настигает Узбекистан, и с 2025 года помыть свое авто в Узбекистане станет роскошью. Тариф на воду для автомоек подорожает с 2700 сум до 15 000 сум, что приведет к росту цен на услуги. Теперь бюджетной мойки за 20 000 сум не будет. Ну что, еще одна новость про отопительный сезон в Узбекистане. Да, в Узбекистане официально начали включать отопление. Хаким Сухрандаи Улугбек Касымов подписал первый указ, согласно которому жители области с 1 ноября будут обеспечены теплоснабжением. Напомню, что в Ташкенте отопление планируется включить 10 ноября, хотя эта информация пока не подтверждена. Еще одна новость. Ну что, ежики теперь в Красной книге. Ежиков по всему миру внесли в Красную книгу. Из-за массовой застройки в городах их популяция сократилась на 30%. За причинением вреда или незаконное содержание ежей теперь грозит наказание от крупных штрафов до тюремного заключения. Ну что, еще одна новость, правда не очень приятная.
В Узбекистане хотят вернуть платную аренду учебников. С 2025-2026 учебного года в Узбекистане вновь планируют ввести плату за аренду школьных учебников и рабочих тетрадей для учеников 2-11 классов. Ранее, в сентябре 2022 года, такая плата была отменена. Стоимость аренды составит около 80 тысяч сумов за комплект. Это порядком где-то $7. Меры направлены на снижение нагрузки на госбюджет и повышение ответственности родителей за сохранность учебников. Еще одна новость. В Самарканде автобус разделили на мужские и женские зоны. Выяснилось, что таблички установлены самими водителями, без официального распоряжения. Надписи убрали, а с водителем провели разъяснительную беседу. Тем не менее, событие вызвало бурные споры в соцсетях. Мнения разделились. Сторонники считают, что это может снизить уровень домогательств в транспорте, как в Японии. Противники рассматривают разделение как нарушение прав человека. Ну и очень замечательная новость. В Узбекистане преподавателям будут дарить квартиры. Победителям ежегодного конкурса «Учитель года» в Узбекистане предоставят квартиры в качестве подарка президента, сообщил Шавкат Мирзиёев. 208 учителей получат трехкомнатные квартиры, но жилье будут давать не просто так. Для этого нужно победить в районе. Ну что, дорогие водители, в Узбекистане с сегодняшнего дня заработали все камеры на дорогах. Камеры теперь фиксируют буквально все. Превышение скорости, неиспользование ремней безопасности и использование мобильных телефонов за рулем. Напомню, что с сегодняшнего дня повысились штрафы за нарушение правил дорожного движения. Ну и следующая добрая новость. Жителям, у которых в доме нет газоснабжения, появится скидка 50% на электричество. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов сообщил, что с 1 января частным домам без газоснабжения в Узбекистане планируется ввести 50% скидки на электроэнергию в рамках социальной нормы. Ташкентский филиал РЭС обязали возместить ущерб за порчу техники из-за скачка напряжения. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил, что житель Ташкента обратился с жалобой на поломку бытовой техники и возгорание, вызванные скачком напряжения. Проведенное расследование подтвердило вину РЭС, который теперь обязан выплатить компенсацию в размере 2 350 000 сум. Ну, тем самым мы с вами пересекаем с улицы, с проспекта Алишера Наваи, пересекаем перекресток Амира Тимура и выезжаем на... Сейчас улица называется Шахризабская, раньше это Первомайский проспект. Да, проезжаем главпочтамп и выезжаем к знаменитым 9-этажкам детского мира бывшего. И следующая новость у нас. Официально в Узбекистане учителя обязаны допускать опоздавших студентов на занятия. Согласно правилам, даже если студент опоздал на урок, он сохраняет право присутствовать в учебной аудитории. Отказ в допуске может рассматриваться как нарушение конституционного права на образование в Узбекистане. Ну что, друзья, мы с вами на перекрестке бывшего детского мира, да, поворачиваем налево на Куйбышевский проспект, да, это бывшее название, сейчас это проспект Мустакилик, будем держать путь между С1 и С2 в сторону Дархана и Пушкинской. Да, внимание, водителей и пассажиров авто. В Узбекистане водители и пассажиры будут оштрафованы за выброшенный из автомобиля окурок, сигареты, мусор или даже пепел. Сумма штрафа 375 000 сум. Ну что, размер штрафа, наверное, слишком за пепел, а вот за плевки с насваем, когда водители на светофоре открывают двери и выплевывают содержимое то, что у них во рту, за это, конечно, можно было даже и двойной штраф поставить. Да, что не новости, одни штрафы, да? Какие-то у нас добрые новости сегодня. Не добрые, а какие-то штрафные. Да, все же трудно находить мне добрые новости, но вот одна из них, вот официально многим семьям власти Узбекистана будут покрывать расходы на газ и свет. Более 1,4 миллиона семей из списка малообеспеченных автоматически смогут получать 270 000 сумов на расходы коммунальных услуг. Если семья потребляет больше газа и электроэнергии, чем социальная норма, она может получить еще одну компенсацию. Для подачи заявления можно обратиться по номеру 1140 Центра социальных услуг Инсон. Что, друзья, мы с вами проезжаем бывшую консерваторию, да, на по левой стороне. Сейчас это Национальная музыкальная школа имени Юнуса Раджаби.
Ну и по левую сторону у нас будут знаменитые московские 12-этажки. Да, мы на Дархане. Ну, еще одна замечательная новость. Месяц туризма для пожилых людей. В Узбекистане в ноябре будут скидки. В частности, 179 гостиниц и гостевых домов по всей стране предоставят скидки на свои услуги в размере от 2 до 33%, а 78 общепитов от 5 до 20%. Бонусы также предлагает Узбекистан Airways, Узбекистан Тимур Яллари, некоторые перевозчики, междугородние автобусы, музеи и галереи, сообщает Комитет по туризму. Ну, следующая новость. Выбросите мусор и получите деньги. Узбекистанцы начали зарабатывать, просто выбрасывая мусор. Это лучше, чем 1% от салик. В частности, за каждый пакет мусора можно получить до 2000 сум, а пустые пластиковые баклажки оцениваются в 1000 сумов за штуку. Первый пункт приема уже открылся в Черчике, и в скором времени планируется запустить аналогичные точки в Ташкенте. Следующая новость. В Узбекистане подорожает проезд в общественном транспорте на 12%. С 1 января 2025 года ожидается отмена льгот по НДС для услуг пассажирских перевозок по единым тарифам. Сейчас городской общественный транспорт не уплачивает НДС. Вероятно, что после отмены льгот проезд подорожает где-то на 12%. Ну и следующая новость. Теперь узбекистанцы могут доехать до соседнего Таджикистана на автобусе всего за 60 тысяч сум или $5. Между Алмалыком и Таджикистаном, Худжантом, налажено автобусное сообщение. Стоимость билета 60 тысяч сумов. Время отъезда каждый день в 7 утра с Алмалыкского автовокзала. Длина дороги 140 километров или 3 часа. Ну а мы с вами спускаемся к Паркенскому перекрестку, да, к Институту совершенствования врачей. Сейчас проезжаем мимо Мирзолбекского хакимията, а также бывшего Ленинского общевойскового военного училища. Ну и заключительная новость нашей экскурсионной информационной поездки сегодняшней. После похолодания в Узбекистане ожидается, как всегда, потепление до 28 градусов. Завтра последний день прохлады, то есть 2 ноября. К концу недели в некоторых районах Узбекистана температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов. В Ташкенте же к концу недели синоптики обещают потепление до 25. Сильных ветров и осадков не ожидается, с чем я вас всех и поздравляю. А с вами были Рустам и Камила. Спасибо, что были с нами, досмотрели наш ролик до конца. Всем всего доброго, пока-пока и до новых встреч!